Hello friends, please don't forget to turn the English subtitles on. И мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас тема открытие позиции до терции и до квинты. После первых двух уроков мы получили просьбу рассказать поподробнее про настройку терминвокса. Давайте я, по-прежнему не вдаваясь в подробности каждой конкретной модели, расскажу сам принцип. Как любой музыкальный инструмент, терминвокс должен быть настроен, и в случае с таким инструментом настраивается радиус электромагнитных полей. Сейчас мой инструмент настроен в удобном для меня радиусе, то есть так называемая нулевая частота находится вот здесь. И весь диапазон у меня под рукой, рука в таком свободно вытянутом положении. Не в напряженном, не в согнутом, а в свободно вытянутом положении. И любая нота в диапазоне доступна в удобном положении моей правой руки. Что будет, если я сделаю настройку правой антенны более широкой? Вот как мы загнали куда далеко нулевую частоту. И если я хочу найти до первой октавы, да, то есть мне уже пришлось отойти от инструмента, чтобы найти даже самую среднюю ноту в диапазоне. И октава, такое мерило всех расстояний, да, в электромагнитном поле, октава очень широкая. Это не всегда удобно. Некоторым да, может быть, вам будет да, но мне нет. Что будет, если я сделаю настройку очень узенькую? Вот, смотрите, какая коротенькая, какой этот цилиндрик невидимого поля, какой он узенький. Ищем ту же ноту. Вот всего на какое положение нужно открыть руку, чтобы ту же самую октаву доставать. И это все-таки слишком узко, потому что внутри такого большого расстояния, как октава, происходит очень много событий, много разных интонаций, и ютиться скрюченными пальчиками на таком маленьком расстоянии все-таки неудобно. Поэтому нужно настроить инструмент так, чтобы октава была удобного размера. Вот моя рука открывается, но не в напряженном виде, а открывается легко, без лишних напряжений, и все становится удобно. Ну, приступим к теме урока. Мы с вами играли на первом уроке пьесу из одной ноты, на втором уроке пьесу из двух нот. И теперь, она начнется с 3 нот, но там дальше будет интересней. Для того, чтобы подготовиться к пьесе, которую мы сегодня поучим, предлагаю немножко пощупать упражнения, которые прилагаются к этому уроку. Все минусовки вы можете найти на портале Bandcamp, на странице Олеся Ростовская, соответственно, сборник Theremin 101. И 3-й урок начинается с упражнения на терции. Это та же самая фигура, та же самая интонация, которая нам понадобится в сегодняшней пьесе. Поэтому давайте это упражнение немножечко вместе посмотрим. Ищем настроечную ноту. И вверх постепенно.
Следующая настройка — меняю позицию. Опять меняю позицию, то есть положение запястья. А внутри позиции двигаю только пальцы. Снова меняю положение запястья. А внутри фигуры двигаю только пальцы. Упражнение идет довольно-таки быстро. Если сложно, делайте медленно. Доползаю до нотки, останавливаюсь. Ну и так далее. В следующем упражнении мы изучим интонацию, которая тоже нам понадобится в этой же самой пьесе. То есть будем открывать руку уже до квинты. Неважно, что это означает, если вы это не знаете, просто следуйте за нотами, которые вам подсказывает минусовка. Поехали. Настроечная нота. И точно так же между фигурами смены позиции, то есть движение запястьем, внутри фигуры движение только пальцами. Точно так же устроено и третье упражнение гамма-до-мажор, которое вы точно так же, следуя за минусовкой, сможете освоить самостоятельно и пользоваться им сколько вам нужно. А теперь давайте посмотрим мелодию нашей пьесы. Она называется «Тысяча парсеков». Сначала без аккомпанемента, чтобы запомнить все ходы. Ищем настроечную ноту. И это намек на вступление, которое будет в настоящей минусовке. Фигуры, которые мы уже знаем. Глиссандо, не играйте, держите ноту. Повторяется эта фигура.
Теперь открываем на квинту. Эту фигуру мы тоже знаем уже. Обратное движение. Тот же самый материал повторяется чуть быстрее. Если хотите, между фразами используйте левую руку, чтобы прервать звук. И дальше заключительный раздел, где опять широкая фигура. Если так быстро не получается, играйте сплошняком, вот так. Ну и в конце можно. Теперь попробуем пьесу «1000 парсеков» поиграть с настоящей минусовкой, которая начинается тоже с настроечной ноты. Левую я опускаю, жду, а правую не трогаю. Слушаем вступление. Аккуратненько двигайтесь. Все расстояния маленькие. Рука действует только внутри одной позиции. Вторая фигура. Тот же самый материал в 2 раза быстрее. Это будет хорошо получаться после первого раза.
заключительный раздел. Что ж, это не ученическая пьеса, настоящая пьеса. Я ее играла на настоящих концертах, и вы тоже можете. Ничего в ней сложного нет, все мы посмотрели. Вы можете минусовки, которые к этому уроку, минусовку этой пьесы играть любое количество раз, тренироваться столько, сколько нужно. Ну и получать удовольствие по ходу дела. Все минусовки вы можете найти на портале Bandcamp, на странице Олеся Ростовская. Там весь наш курс Theremin 101 распределен на 2 альбома, на 2 сборника. Сейчас мы идем по первому из них, 3-й урок. И через неделю на YouTube, на этом же канале Олес Рост, выйдет следующий урок. Настраивайте колокольчик, подписывайтесь, чтобы не потерять наши занятия. До новых встреч!